Приветствую вас, дорогие мои зрители, подписчики моего канала. С вами вновь я, Татьяна Кава. Сегодня у нас воскресенье, 21 июня. Ну что, сегодня день медицинского работника. Такой праздник нельзя не оставить незамеченным. Поэтому я поздравляю всех своих девочек, подписчиц, кто работал в этой профессии. А это самое главное. Самое первое, хочу поздравить Наташа Эш, канал, город Москва. Вот. Потом есть такой канал, который я смотрю с большим интересом и удовольствием. Татьяна Онака, она тоже у нас доктор. Тоже она работает врачом в данное время. Наташенька уже закончила свою трудовую деятельность, а Татьяна работает. Вот. И еще канал «Моя семья, моя жизнь», тоже Наташа. Она работает в больнице. Вот. У нее очень интересный канал. Она такая хозяйка отличная. У нее такие растения. Она так умеет за цветами ухаживать. И все у нее прям все вот так вот по полочкам все по порядочкам прям. Мне очень нравится ее смотреть. Очень приятная женщина. Вот. Этих девочек я хочу поздравить с их профессиональным праздником. Это, может быть, есть еще подписчицы, которые смотрят меня. И я смотрю, но не знаю, что они врачи или работают в этой сфере. Я всех поздравляю тоже. А еще среди моих подруг и родственников тоже есть люди, которые работают в этой профессии. Это Светочка Вончарова, эндокринолог. Она работала эндокринологом. Вот. Это Танечка Потоцкая, моя школьная подруга. Вот. Она тоже работала в этой сфере. Сейчас эти девочки на пенсии. Поэтому я всех медиков, работающих и не работающих, поздравляю с этим праздником. Конечно же, хочу пожелать им в первую очередь здоровья, чтобы они никогда не обращались к своим коллегам, чтобы в их жизни все было здорово, здорово и мирно. А я направляюсь в гости. Иду опять к своей свате Гале, куда придет Света, ее сестра, и мы будем праздновать, отмечать День медицинского работника. О, вот какие Анютины глазки у Гали, у моей. Вот какие красавицы. Ну еще только кустики растут, еще цветов нету. А вот лилия уже у Гали распустилась, посмотрите. Вот какая красавица. Распустила свои цветы. Вот у меня, посмотри, там что же. Вот кустик, кустик, да, ромашки большая, но еще вот только первый цветочек начала выпускать, еще полностью не распустилась. Вот. Это вот астры будут. А там вон огурчики. Вот. Они уже срывают огурцы. Мы сегодня кушали. Малина уже тоже начинает спеть. Но только первые. Ой, сколько тут пчелок, прям жужжат. Жужжат прям. Вот. Ягоды. Вон красавцы, ягоды. Как всегда, у них все чистенько, все ровненько, все по грядочкам. Трудяшки. Все в порядке у них. Посмотрите, какая красота. Мы с Галей вышли прогуляться, потому как на берегу живут. Мы вот решили туда к Иртышу. Посмотрите, какая красота. Ну чем не чудо? Как не любоваться вот этим всем, а? Что нам... В центре города, да? Да, что нам дает природа. Пользуйтесь. Только подходите к природе тоже с душой, с любовью. Не пакостите, не сорите. Будьте вежливы, будьте на «вы» с природой. И она от вам отплатит вот такой красотой. Мачо наш бегает. Тоже путь нам прокладывает. Но сейчас ближе подойду, еще покажу, там красота какая. Вот. Вон город
Это, между прочим, это почти центр города. Площадь Абая – это центр города. И вот сразу немножко проходишь, и берег Иртыша. Вот такая красота. Тут даже люди отдыхают, сидят. И мы пришли прогуляться с моей Галей, с моей Сватей. Она впереди идет. Вот все тольником, конечно, заросло. А трава, посмотрите, какая сочная. Хотя дождей у нас нету. У нас, как вот тепло началось, у нас весь май теплый был. И дождей у нас не было. Вот. Вот такая красота. О, какие деревья высоченные. Вот. И небо красивое. Вот к реке подошли, но это вот такая заводь. А вода здесь очень теплая. А там вот за теми кустами уже Иртыш основной. А это вот заводь. И люди сюда приходят, купаются, отдыхают. Вот сейчас семья сидит, отдыхает. Вот такая красота на нашем Иртыше. А вот кто-то уже пооборвал. Как они, Галь, называются? Я не знаю, это вот... кстати, Чага. Ну, не чага. Нет. Это у не нас нет. чага. Ну, вот эти грибы, которые на деревьях. Соседка у меня их собирает и готовит. А, вот эти готовят? Ну, они должны быть, может, не этот, но он белый гриб у нас там растет. Как раз у нас на берегу, на дереве. Идем с Галей вот по таким непроходимым. Прям по берегу. Ну, комарики, конечно, нас тут жужжат, нам песни поют свои по духу. Не только комарики, Да. И птички тут. Но все равно. Скворцы сюда уже Но перебрались. все равно прям идешь, наслаждаешься. От реки такой речной запах. Да, отдыхающие есть. Жизнь не стоит на месте. Да, по-видимому, там кто-то купается, да, Галя? Да, Молодежь. молодежь любая. Женские, девичьи повизгивания слышны. За теми кустами вот. Вот за теми кустами. Опа-на. Ага. Вот такая красота. Что, не пойдем дальше, Галь? Да, можно не идти. Там мачо утонул уже в траве. Мачо. Вот я вам показала всю прелесть нашего побережья. Дикоски возьми. Вот в таком замечательном месте сватья моя Галя живет. Стрекозок хочу показать вам. Ну, вот они, я не успеваю. Сейчас. Они не сильно крупные. Да, ну симпатичные. Вот. Ну, конечно, я не успеваю так быстро вести камеру, потому что будет Смотри, некрасиво. целая колония там. Ага. Ну вот, вон они сидят. Прям уселись. Ой, вот такая благодать. Правда, по-другому не скажешь. А сейчас буквально 10 минут подымешься вверх, и все. Трасса, дорога, люди, шум. А здесь такая благодать. Ой, вон они какие. Ой, не успею. О. Цикады, прям цикады. Ну все,